во-первых, я представлю себя, там написано «Выгода.ру», один из сайтов коллективных покупок, социальной коммерции, нас много, я уверен, что все из вас так или иначе знают про это направление. Прекрасный бизнес, но говорить я буду совершенно не про это, точнее про это, но не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения города. И есть некое клише, которое говорит, что город – это живой организм. В чем он живой? Попытались задать себе некий вопрос и привязать это к теме. И смысл заключается в том, что живой он, наверное, потому что у него есть какая-то внутренняя энергия, он живет сам по себе, и энергия, которая перетекает из одних частей города в другую. Это энергия, это активность. И чем больше этой активности, тем, наверное, город живее, можно сказать, что полезнее городу, чем больше активности. Это такой спорный тезис, потому что вопрос, какая активность? И я взял из Википедии стандартные некие функции города. Это нечестно. Я только начал, вы мне показываете 5 минут, но у меня 4 на самом деле нужно. Функции города есть в Википедии следующие, вы все наверняка уже прочитали, я не буду повторяться. Но поскольку у нас город можно рассматривать неким там объектом исследования, а можно просто посмотреть с точки зрения людей, то тогда, когда мы смотрим с точки зрения людей, то можно все эти элементы разделить на функции города, разделить на две части. Одни основные и вторые обеспечивающие. И разница, наверное, заключается в том, что обеспечивающие функции города человеку отдельно взятому особо не нужны. Или там людям они не нужны. Они лишь нечто обеспечивают, достаточно минимально необходимый уровень. И люди вряд ли заинтересованы, чтобы было как можно больше активности у города в военной сфере, или в транспортной, или в административной. В отличие от этого, среди основных функций люди заинтересованы как можно в более высокой активности, не готовы ограничиться неким минимально необходимым, а стараются двигаться в сторону максимума. И, пожалуй, лишь ограничение ресурсов их останавливает. Вот тут-то и разговор выходит на некую модель, покажем это вот следующим образом, на модель коллективных покупок, или еще ее называют социальной коммерцией, это не имеет значения, общий смысл которой, что люди объединяются ради получения низкой цены. Из-за того, что людей много, то цена, которую поставщик услуги предоставляет, услуги или товара, она принципиально низка. Принципиально это имеется в виду, что скидки там выше 50%, ниже, чем полцены. Распространенная тема, вот, например, за 75 рублей человек покупает половину цены от любого заказанного им на сегодняшний день меню в ресторане у Дон Сан, там, акция, которая была несколько месяцев назад, в качестве примера. И это классный бизнес, нет сомнений, он доказал себя уже во всем мире, он доказал себя в России. Это уникальный бизнес с точки зрения того, что происходит, неких глубинных изменений, потому что потребитель явно заинтересован в скидках, но и продавец идеологически получает нечто абсолютно новое, он получает полную загрузку бизнеса. Дальше идут сложные бизнес-вопросы, насколько нужна кому загрузка полная, но по минимальной цене, или не полная, но по максимальной и так далее. Но я хотел бы опять вернуться к теме городской и выдвинуть некий тезис. А тезис говорит о том, что когда есть новая скорость продаж, а в этом, я думаю, вы не будете сомневаться, что на подобных сайтах скорость продаж услуг возрастает в сотни раз. Например, на нашем сайте, не рекламируя его отдельно, 1,5 миллиона человек. На сайте конкурент номер 1 в России на сегодняшнем 2–2,5 миллиона человек. И когда возьмем отдельно взятый город, в Москве, эти цифры чуть-чуть отличаются, например, в половину. То есть сотни тысяч и миллионы людей. И когда им предоставляется в день какая-то скидка, то понятно, что скорость продажи этой услуги, она весьма и весьма высока. Однако тезис, который я хочу произнести, что и скорость потребления растет. И почему, попытаемся разобраться. Первое. Количество месседжей – это понятно. Я думаю, что я не был на всех сегодняшних выступлениях, но ясно, что в городе месседжей слишком много. Та матрица месседжей, про которую мы там все знаем и говорим, она ясна. И что происходит из-за того, что так много попыток влияния на наш мозг вот этими самыми месседжами? Получается следующая вещь. Первое. Доверие явно падает. Есть проблема доверия к этим месседжам с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что отфильтровать эти месседжи, что есть хорошо, что есть плохо, что мне нужно, что не нужно, практически невозможно. И происходит некая полная блокировка, ведущая к тому, что мы потребляем
почти то же самое, что потребляли вчера. И мы ходим в те же самые рестораны, мы ходим в те же самые салоны красоты или спа-салоны, и это не вопрос качества, это вопрос некого консерватизма, который есть у нас из-за количества месседжей. И вот вещь, которая изменилась с появлением вот подобных сайтов дневных скидок или подобной категории всей новой так называемой социальной коммерции, это заключается в том, что нам вообще не нужен выбор, оказывается. И это вещь, доказанная бизнесом. Это не тезис, который этот бизнес призван доказать. Это в обратном порядке. Успех этого бизнеса во всем мире доказывает тезис, что выбор, оказывается, нам не нужен. Нам нужно нечто, чему мы доверяем. Достаточно одного в день. Просто, может быть, я не произнес это, что на всех подобных сайтах, упрощенно говоря, есть одно предложение в день. Оно короткое, ограниченное по времени, но оно одно. И вам не предлагается выбор из 80 ресторанов, а сегодня вам предлагается лишь один ресторан. И если люди доверяют, это занимает время, пока люди начнут тебе доверять, то они идут в это новое место, идут в новый аквапарк попробовать, идут, пробуют новый сервис катания там, на шарах или еще чего-либо, потому что они тебе доверяют. И это и есть, в этом и есть суть сегодняшних изменений. Вообще не в формате TED, конечно же, выдержки из исследования. Я покажу лишь один слайд, одну точку. Исследование GfK 2 недели назад срезалось здесь. Последняя левая нижняя часть приобретал на сайтах групповых скидок товары и услуги, которыми никогда раньше не пользовался. И 37%, вот это зелененькое, утверждают, что они купили и воспользовались товарами, которые вообще раньше никогда не пользовались. Ну, например, катание на воздушном шаре. Ну, например, пароход по Москва-реке и так далее, всевозможными вещами. И посмотрите, к чему это приводит. Мы и наши коллеги или конкуренты, сейчас для этой лекции это не важно, все вместе, только по Москве и только с начала этого года, по нашей оценке, создали 1 миллион новых посещений. По словам посещения я называю приобретение купона и поход куда угодно. Поход в те же самые рестораны, салон красоты. 1 миллион новых посещений. Понятно, что по индикатору некой активности, такому условному индикатору, ясно, что город поднимается на следующий уровень своей активности. Этот индикатор, он не для сравнения между городами. Это внутри одного и того же города есть поднятие на новый уровень. Если Москву можно было определить раньше там, высокий по некой шкале, то он станет максимальный. Какой-нибудь город, который его жители назовут скучным, он был низкий уровень вот, активности с этой точки зрения, станет средним. Попросил своего дизайнера сделать некую упрощенную инфографику, и вот так вот он изобразил процесс. Вот город чуть-чуть серый с маленькими смайликами, чуть более яркий, чуть больше смайликов. И вот он, город более высокого уровня активности, в который, в принципе, это тот же самый город. И ничего нового там не происходит. И все те услуги, которые потребляют люди, они уже существовали. Просто потребляют их больше и чаще. И, соответственно, когда люди потребляют услуги чаще, то, наверное, можно сказать, что город выполняет на ура свои функции, о которых мы говорили раньше, хозяйственного развития, культурного развития. И поэтому как людям нужны скидки, это понятно, так и городу будут скидки полезны. Спасибо.